Друзья, всех приветствуем! Сегодня мы продолжим разбирать комбинации с бокового удержания. И сегодня я вам покажу очень классную контратаку, да, на его выход. Когда соперник пытается из-под нас вылезти, мы будем контратаковать. Значит, у нас было положение бокового удержания. Да, положение бывает вот здесь два момента. Сразу должны понимать, иногда эта рука бывает внутри, да, то есть вы даете пространство, вы недостаточно плотно забрали, и он успевает руку спрятать. А иногда она бывает снаружи. И мы сегодня рассмотрим вариант, когда вот рука осталась внутри. Я забрал сайд-контроль, но рука находится, вот видите, вот здесь. И соперник, бывает такой выход, когда он лезет в андерхук, да, и пытается провернуться, дальше подняться на коленки, и отсюда уже пытается работать. То есть он пытается залезть мне под руку и пытается все время вставать. И мне сейчас очень важно поймать момент, когда соперник пролазит мне под руку, он начинает разворачиваться, но он еще до конца не развернулся, он только встал на плечо. И вот в этот момент я должен перекинуть свою ногу и плотно зажать его бедрами. Значит, мы были здесь, он начинает работу, и как только вот рука пролезла, моя нога сразу выходит вот сюда. Вы прижимаете плотно ее к плечу, пятку ставите на уровне лопатки, все, здесь плотно его. То есть вы бедрами должны зажать его так, чтобы у него не было шанса развернуться обратно и не было шанса повернуться туда. Все, он остался четко на одном плече, он никуда не может выйти, и, соответственно, у него остается вот эта рука, на которую я сейчас буду производить атаку. И еще раз. Значит, мы были здесь, он только начинает, вот, и я сразу ногу перекидываю и максимально плотно его зажимаю. Далее, после того, как я зажал, у меня открывается несколько опций. Для тех, кто борется по синим поясам, да, мы с вами можем атаковать кисти. Соответственно, у меня есть кисть. Будет упор в локоть и отсюда производить болевой на запястье. Соответственно, грудью его рука, она находится в согнутом положении. Это уже как минимум у меня есть кимура. Есть у кимуры два захвата. Есть классический захват, когда мы берем вот так руку, да, и заводим. Вот. Это классика. Есть обратный захват. Соответственно, для того, чтобы выполнить кимуру, мне приходится чуть-чуть свое бедро убрать. Для классического захвата мне вот тут надо пространство, поэтому я бедро чуть опускаю пониже и захожу сюда. Соответственно, есть обратный вариант кимуры, да, обратный захват. Для этого мне не надо ничего опускать, я просто своей рукой работаю всегда изнутри. Вот она у меня заходит. И мне необходимо взять его вот здесь, вот, ниже локтя. Да, соответственно, когда я руку забрал, я подставляю свою вторую руку, забираю бицепс, а эта рука уходит на запястье. У меня получается вот такой захват. Мы держим максимально плотно, да, локоть прижимаем к своей груди, и отсюда руку начинаете поворачивать вот сюда, да, делать вот такое движение, тем самым производите болевой. Это касательно кимуры. Также, если соперник, когда я пытаюсь уйти, начинает выпрямлять руку, вы всегда можете выйти на обратный рычаг. То есть, как только он руку поднял, вы должны его кисть зажать между шеей и плечом, вот здесь. И отсюда находите локоть и создаете давление на локоть, тем самым делаете болячку. Кому тяжело в таком замке работать, вы можете положить руки на плечи и также произвести болевой. Но только помните, вы должны давить на локоть, да, то есть обратный рычаг идет, когда вы давите на локоть, вот. Если вы будете давить вот сюда, обратного рычага не будет. Вы должны четко давить на локоть, чтобы рука пошла на изгиб. Еще раз. Находились мы в боковом удержании, начинает он работать рукой, я ухожу на опережение, сразу забрасываю ножку, все, мы его зажимаем, отсюда вы выбираете, сюда, начинаю ходить, отсюда сразу забираю вот под локоть, все, забираю здесь запястье,
беру руки и забираю обратный замок кимуры. И произвожу болевой. Если он руку выпрямляет, я ее ловлю между шеей и плечом, зажимаю кисть, кладу руки на плечи и также начинаю давить. Еще такой момент, единственное, я забыл сказать, между вами и его рукой должно быть пространство, да, куда вы давите. Собственно, если вы вот так грудь поставите и руку положите на себя и будете давить, то болячки никакой не будет, вы просто тупо давите в самого себя. Поэтому вы немножко создаете пространство и отсюда давите вовнутрь, тогда у вас пойдет болевой. Еще раз. Значит, мы были здесь, да, мы держим плотно, да, все, но вдруг соперник, часто бывает даже такое, даже я когда обошел, допустим, разберем такой момент, я проходил там, не слайс я делал, да, вот, пошел не слайс, и вот здесь, вот видите, у него уже есть андерхук, то есть он уже готов провернуться. И вот тут вы, когда чувствуете, что он поднимается, вы сразу его опережаете. Все, плотно. Эта рука пошла. Закручиваем ему руку, не даем выпрямить, да, вот своим бицепсом стараемся давить на его кисть, да, вот здесь вот зажать. Забираете кисть, забираете свой бицепс, прижимаете к себе руку и производите болевой. Если он руку поднимает, мы переходим сюда и доделаем болячку с этой стороны. Значит, у вас в арсенале есть 2 уверенных приема. Да, вам осталось занять позицию, для этого вам нужно постараться больше отрабатывать и почувствовать, да, этот момент надо. Это не так просто, нет такого, что какой-то прием вы сделали один раз и он у вас будет получаться. Его надо отрабатывать, вы должны увидеть, да, понять, в какой момент нужно сделать. Да, это называется тайминг. В нужный момент сделать нужное движение. Поэтому, друзья, учитесь, пробуйте и побеждайте. Все.